Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и, конечно, за ситуацией, в которой оказалась Украина, исторической ситуацией. Игорь Мосейчук на связи прямо сейчас. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители. Что вчера было в овальном кабинете? Что вообще значит этот Вашингтон? Очень обтекаемая прелюдия. Ну, вот эта часть, где Зеленский и Трамп отвечают на вопросы журналистов. Ничего не было понятно. Дальше встреча за закрытыми дверьми. Ермак почему-то публикует ужасающую с точки зрения вообще здравого смысла фотографию, где очень грустный и растерянный Зеленский смотрит вместе с Трампом на карту, потом понял, что что-то не то, опубликовал вторую фотографию, где они идут, но много было ужимок, улыбок, усмешек, ну а дальше с лидерами поговорили европейскими. С утра все заладили напропалую, что и Мерц, и Ступ, что Путин не захочет встречаться с Зеленским, побоится. Так а страх в чем? Какие итоги вчерашнего, этого большого дня вы видите? Во-первых, я вижу итог сегодняшней ночи. 59 шахедов развалили полностью объект инфраструктуры, внимание, ГТС, газотранспортной системы Украины, у меня на родине под моими родными Лубнами. В Кременчуге также комбинированный шахедно-ракетный удар по НПЗ, который добили фактически. Это итог. Итог того, что война идет, война будет. Почему я акцентировал внимание на ГТС? Все понимали, что ГТС может заработать только в консорциуме Трамп, Россия, Украина, и именно сейчас по объекту инфраструктуры этого ГТС нанесен серьезнейший удар. То есть это демонстрация, что Россию может это и не интересовать. Нет, подождите, здесь давайте будем тогда, я же все-таки про Америку вас спрашиваю, однако это же четкий, моментальный, очень молниеносный ответ. Ровно ночью, во время этих всех, скажем так, собраний, Мадяр пишет о том, что вчера весь день на самом деле параллельным курсом шли вот эти перепалки. Сибига и Сиярта, скажем так, министр иностранных дел Украины и министр иностранных дел Венгрии. Венгры обвинили, что Украина подорвала нефтепровод «Дружба», и теперь нефть не идет в Венгрию. Удар и акт агрессии по отношению к Венгрии. Сибига отвечал, Сиярта потом тоже отвечал, это все на таких дурных каких-то щах, мол, пойдите пожалуйтесь в Москву. И Мадяр ночью, когда все разбирали, что же там в Вашингтоне, публикует, что да, это Украина, силы беспилотных систем развалили дружбу. И вот мы видим, дружбу развалили, а ночью развалили Кременчуцкий и Лубенский объекты. Смотрите, абсолютно с вами согласен, даже не поспорю, понимаю, что это была ответка. В 10 часов вечера, в 22:00 Мадяр сообщил о том, что это беспилотные войска развалили дружбу, и следом полетело. Но, во-первых, спонтанно такие удары не делаются. То есть это была заготовка. То есть явно Россия понимала, что будут ее провоцировать, что будут какие-то удары. И была вот эта заготовка по серьезным объектам энергетической инфраструктуры. Если там сейчас подобивают еще некоторые, не хочу в эфире рассказывать, какие объекты, то зима без газа будет, друзья. Зима будет без газа. Он не придет, с неба же не посыпется, это не дождь, не снег. Это один из аргументов, который может быть в дальнейшем использован для торгов.
Для меня совершенно очевидно, что история Вашингтона вчерашняя – это очередная серия «Слуги народа». Мы вчера видели Голобородько. Зеленского оставили маску в Киеве, а Голобородько прибыл в Вашингтон. Абсолютно все наиграно, абсолютно все натянуто, абсолютно... Трамп, конечно, тоже красавчик, он не дал себя спровоцировать там этими всеми моментами. Я видел и понимаю, что у Трампа есть 3 кнута, которыми он это зеленое поросятко куда-то загоняет. Первый – это легитимность. И вчера это прозвучало в вопросе о выборах. Я думаю, вы обратили внимание, да, Александр, когда посмеялся Трамп. Ну, он же посмеялся не с ситуации, он посмеялся, что мальчик. Твое ФБРЖ в моих руках, потому что нынешняя легитимность Зеленского – это только Трамп, который с ним разговаривает, и эти европейцы, которые вокруг него кружат. Притом, я думаю, мы еще о европейцах поговорим. Они ж только Трамп вдруг откажется или задаст вопрос по узурпации, они разбегутся в разные стороны с разными моментами. Вы помните, как фотографии после дебоша в овальном кабинете удалялись с Зеленским? То есть мы видели игру. Мы видели игру, у каждого были свои интересы в этой игре. Трамп красиво проходил, продавливал, но очевидно, что при личной встрече Зеленский получил понятийные рамки, которые были согласованы между Трампом и Путиным на Аляске. Очевидно, что он сказал, я буду там вот думать, а вот это буду обговаривать при личной встрече. Очевидно, что кроме легитимности есть батог коррупции. Он очень сильный, папочки заготовлены, лежат. Да, американская бюрократия, она не лучше украинской или любой другой. 8 месяцев прошло от передачи мной материалов по завышенным ценам на снаряды, мы с вами обсуждали в эфире это, до обыска в Болгарии, который на прошлой неделе был. Третий кнут в руках Трампа – это помощь. Вот завтра он откажется даже продавать оружие европейцам, и все, приехали. В Европе его не выпускают в необходимом количестве, ничего нет. То есть, вот он имеет это самое. Сценарий запустить пытался Зеленский, они его присаживали, это видно было по лицу, по мимике, по всему. Он согласился на встречу Путина. Захочет ли Путин встречаться с ним? Почему сейчас эти европейские лидеры начинают дразнить Путина, говорят, что он побоится встретиться с Зеленским? Потому что они понимают, что эта встреча может быть не в пользу ихнюю. И они хотят Путина либо подстегнуть отказаться от этой встречи, либо максимально унизить, чтобы в глазах ихнего избирателя, они же о своих избирателях думают, а не об украинцах, каких-то других, чтобы в глазах ихнего избирателя Путин выглядел униженным, а не выше. Мы же говорили, мы его заставили. То есть они играют в какую-то свою беспроигрышную игру. Но если остановиться холодным взглядом, посмотреть на этих европейских лидеров, которые приехали, а у них единства нету. Они говорили о единой позиции, о поддержке Зеленского, а нету ее единой позиции. Нету. А почему нету? И почему это видно? Вы обратите
внимание, как заговорил премьер Финляндии. Это потрясающая, конечно, аллюзия к 1944 году из То, что уст мы с вами обговаривали, вы помните, да? из Это уст самое. Стуба. Ну, смотрите, давайте тогда так. Сейчас мы про Финляндию поговорим в контексте территорий. Меня интересует вот все-таки встреча с Путиным. Вы так коснулись ее. Так какая встреча с Путиным? Сначала писали про трехстороннюю. Сейчас уже выходят и вытаскивают глобалистские СМИ на повестку двустороннюю встречу. Ну, это Трамп сказал, я буду договариваться о встрече Путина и Зеленского. Правда, непонятно в каком формате действительно, один на один или втроем. Трамп этого не уточняет. Но это полностью его идея. Смотрите, а у меня вопрос. Вот Зеленский вчера был в компании главного мирового геополитического игрока, да? Какие ходы он предложил? Почему это все кулуарно опять прячется? Вот все задают вопросы, воспримут ли Украина отказ от территорий, воспримет ли то, это, третье, капитуляция, там, ну и так далее. Да, друзья, если с людьми не говорить, они ничего не воспримут. Это для манипуляций будет использовано разного рода политиками, странами, которые в чем-то заинтересованы, в чем-то нет. Надо говорить с народом, надо говорить с людьми. Я вчера как козырь, как один из моментов, который можно было использовать, у меня идея была, и Анна Скороход, народный депутат, взялась ее реализовать. А парламент может изменить административные границы Донецкой области и таким образом использовать это как козырь с Трампом в разговоре с Путиным. То есть часть неоккупированных отдать в Харьковскую область, часть в Днепропетровскую. Но это никого не интересует. Мы не знаем, на что кивнул Зеленский, или не кивнул Зеленский, или что произошло. Какие-то вот это глобалистические СМИ, потом эти, потом отказ от интервью Fox News, это самое, Чего ссылаясь вдруг? на логистику. Все же так хорошо было, правда. Чего вдруг? Ну да, да, да. Смотрите, ну, очевидно, я вижу нить по ходу всех происходящих этих событий, появлений фотографий, вопросов, которые мы слушали, а они явно были подготовлены, направлены, чтобы определенные линии, ну, прочертить тоже, там, как выборы, да, ну, этот вопрос и так далее. И для меня очевидно, что одним из вопросов, который обсуждал Зеленский, это был вопрос личной гарантии ему и его 5-6 дефективным менеджерам. Из чего я делаю такой вывод? Гарантии для страны остались насколько размытыми, ну, что просто. Это раз. Второе. Вчера в Киеве, пока он был в Вашингтоне, я увидел 2 звоночка. Ну, очень таких серьезных рэперных звоночка, которые показывают, что система слаба. Первый. В парламенте опять начались брожения и бегание по поводу, на кого поменять спикера и кто в случае чего будет исполняющим обязанности. И бегают, понятное дело, в американское посольство. Там несколько направлений парламентских, не будем обсуждать, это на час в них увязнуть можно, хай сначала народят хотя бы голубенка мира какого-то, а потом уже, ну, будем о ней говорить. Второй звонок более очевидный. Вчера суд вынес решение в пользу Александра Тупицкого.
бывшего главы Конституционного суда. Учитывая то, что по нему работает госзаказ, ну, то есть это заказ банковый, э, очень смелое решение суда. И для меня это сигнал, что система начинает сыпаться, потому что судьи первые держат нос по ветру. И они прекращают выполнять абсолютно абсурдные заказы власти. Когда видят, что власть слаба, и власть будет либо сменена, либо трансформирована, ну, что-то произойдет. Это решение суда отменило абсолютно беспредельное решение властей. Как известно, Тупицкому власть отменила все паспорта. Украинский, заграничные, ну все. Вчера суд принял решение не просто восстановить его права, да, и вернуть паспорта, а четко власть указано власти, что данные действия являются нарушением прав, свобод и преследования. То есть суд пошел фактически против власти. Это, как по мне, очень серьезный звоночек. А если говорить, ну, в общем о встрече, возвращаясь в Вашингтон, это все надо смотреть в комплексе. Не зря это метушня парламентская, не зря судьи так начинают менять точку зрения. И кроме всего, ну, еще раз возвращаемся к... Приехали европейские лидеры прикрыть зеленую дупу от того, чтобы не сильно пароли. Он явно боялся, Зеленский, сам туда лететь, и вот прикрыли. А позиции единой не было. Вы же видели, не было. Каждый приехал со своим интересом. Ну, смотрите, это, конечно, все жуть как интересно, но вот если, например, почитать, ну или как попробовать, да, проанализировать самый главный и самый острый вопрос, ну, вот, например, да, вот, что пишет западная пресса по утру. Wall Street Journal. Зеленский не исключал обмен территориями во время переговоров с Трампом. Он назвал это сложным из-за переселения людей и конституционного запрета на отдачу земель, но сказал, что может рассмотреть, внимание, пропорциональные обмены. Вы тут вопрос задаете, аж какие ходы предлагал Зеленский? Он же как там сказал? Я бы указал на карте Дональду Трампу два места. Ну, то есть каких-то два места он указал. Вообще, конечно, сегодня более там расширенный репортаж, там Трамп ему и кепки показывал, и вот эти общения в овальном кабинете, все так это мы можем видеть эмоционально. Но по большому счету карта ведь не просто так там появилась. Как вам кажется, ну вот если так просто отбросить все вот эти, ну какие-то, да, вот эти, скажем так, экивоки, ну получается вчера Зеленский сдал территории украинские. Так получается? Смотрите, очевидно, что Зеленский, несмотря на всю воинственную риторику, выполняет и сдает территории. Их сдача происходит, Александр, прямо сейчас в том числе. Как объяснить, что пропорционально с прорывами россиян на Донбассе, да, Украина фактически шаг за шагом освобождает часть Сумской области, которую, ну, Путин обещал, вы понимаете, да, вернуть в обмен на Донбасс. У меня вопрос другой. Цинизм. Договор о мире и так называемый обмен территорий, который является предметом торга, и который фактически, физически сейчас сдается, мог произойти без жертв. Там люди гибнут.
Что касается Конституции, я уже вам привел, он манипулятор страшный. Он страшный манипулятор. Какие требования Путина? Вот смотрите, обмен территорией, он говорит, Конституция. Я вчерашним законопроектом Анны Скороход, который, ну, фактически мы вместе подготовили, подали, продемонстрировал. Ребята, есть юридический выход и никакая конституция. Конституция – это вычеркнуть Донецкая область, Луганская область, автономная республика Крым. Это сделать юридически правда невозможно. Но речь же не идет о юридическом признании. Никто этого не говорил, даже Путин об этом не говорил. Речь идет о контроле по линии там, разграничения. Ничего не... Плюс в тайне, а какие вот тут, что на что меняем, кого куда переселяем. Ну, это ну, вещи, которые надо собственным народом в первую очередь обсуждать, а уже потом с международными лидерами. Часть которых слабо понимают, где находятся эти населенные пункты. Поэтому для меня вчерашняя история, это, ну, я не могу сказать сдал, торговал. И в этой торговле ряд моментов. Мы не услышали и не слышим позицию Зеленского по гуманитарным вопросам. По вопросам языка, по вопросам веры, по другим вопросам. Кстати, с праздником, с преображением Господним, с яблочным спасом всех вас, друзья православные. Мы не увидели, ну, мы не услышали. Начинают истерику, я смотрю, этот мовный омбудсмен, их на ущербность там отбирают или на незнание законов, ну, я не понимаю. Ну, послушайте. Ну, закрепление, это все, конец, это зрада. А я дико извиняюсь, эта госпожа, она Конституцию Украины читала? Ну, читала. Она говорит, надо вычеркнуть из Конституции русский язык. Так и закреплять ничего не надо, оно закреплено, его просто исполнять надо в человеческих нормах. Я никогда не сомневался, что государственным языком должен быть украинский язык. Но я также четко понимаю, что чем больше языков знает человек, тем он умнее, тем он грамотней. Русский язык, так исторически сложилось, на нем написаны произведения украинских писателей, неважно, Малороссией они называли этот самый Украину, Украиной, Русью, но написаны. И либо мы выбросим все произведения непоэтические Шевченко, либо мы выбросим Евгена Павловича Гребинку, Николая Васильевича Гоголя, либо русский язык надо знать для того, чтобы хотя бы даже своих писателей прочитать. Повторюсь, нету ничего абсолютно страшного. Вот эти вот все патриоты недоразвитые, которые рассказывают о том, что мы запретим русский вообще читать, знать, все. Тут же эти недоразвитые говорят, но английский должен стать вторым государственным. Дубляж кинофильмов не проводить с английского. Я говорю, а чем вы отличаетесь? Вот понимаете? Ну, чем? Говорю, вы в зеркало ходили смотреть или нет? Ну, вот для меня лично
нету разницы между людьми, которые нападают условно там, на веру православную, нападают во Львове, кричат на людей, которые всю жизнь на русском говорили, заткнитесь, ну там и так далее, обижают. Для меня нету разницы с теми, ну, кто сейчас прибежит в комментарии и будет кричать, Мосійчук натягнул вышиванку, знімы и тому, ну, всякий бред уже, ну, с другой стороны. Нету разницы между этими людьми. Вышиванку я одел, кстати, по поводу праздника Преображения Господня. Это так, на всякий случай. По поводу Украины, Малороссии, ну, споров и все. Вот смотрите, вот стоят книги. Вот она. История Малороссии. Написано тогдашним диссидентом во времена Екатерины II. Но так тогда называли край наш, который был частью Российской империи. И вычеркнуть это мы не можем, просто не можем. Смотрите, тут возникает Это другой наша момент. жизнь, наша история. Тут другой момент возникает. А Зеленского вообще получится вычеркнуть? Вот тут же самый главный вопрос. Смотрите, я уверен, Александр, я уверен, что мы в финале зеленой истории. Вычеркнуть ее не получится. Уволить, ну, грубо говоря, ну, он же слуга народа, да, как он говорит. Уволить? Да. А вычеркнуть нет. Я вам скажу, он циник не меньше других украинских политиков. Он будет держаться за власть. Но я уверен, что сейчас начинается этап, на котором вся информация, а ее сейчас будет появляться очень много, это и пленки Миндича, и другие доказательства коррупции. Посмотрите, Гончаренко и Железняк один поперед одним бегут и рассказывают истории с пленок Миндича, которые я рассказал еще месяц, ну, как только это все произошло. Я думаю, мы в финале зеленой истории. Главное, чтобы финал зеленой истории не превратился в финал для нашей страны и, самое главное, для нашего народа. Вот это вот главное. Меня финал Зеленского политический интересует только в контексте сохранения страны и сохранения жизни людей, жизни народа. Чему вот эта раздача слонов? Ну, смотрите, тут выходит Свириденко. Говорит, врачи мало получают, по 35 тысяч даешь. До конца этой недели вольницу, ну как, вольную дают тем, кто не достиг 22-летнего возраста. Можно за границу ездить, представляете, туда и назад, и никто не... Представляете, сколько выйдет? Ну, вот такая вот история. Значит, что там? Ну, понятно, студенты, это Зеленский лично стипендии повышал до 8 тысяч гривен. И, конечно же, вот эти вот через 2 недели, ну, там меньше уже будет, 1 сентября, и вот эти пакеты для школьников, 5 тысяч гривен на карточку, если ты родитель школьника. То есть, получается какая-то вот такая очень интересная история. Денег нет. Нам, конечно, Марченко рассказывает, министр финансов, что на следующий год осталось наколядовать 10 миллиардов, а 35 есть, и будем воевать, все нормально. Но как все понимают, да, бедственное положение. А Зеленский раздает. Зачем? И откуда? Вот главный вопрос. Выборы, зеленые гниды, пи-пи-пи, запикаем дальше, будем переспивать шнура, да? Значит, очевидно, вчерашний вопрос в Белом доме это подтверждает. Вопрос выбором есть ключевым в вопросе мирного соглашения.
Для меня непонятна позиция Путина и, соответственно, позиция Трампа, потому что они сейчас уже одинаковы. То есть, по частностям, через Трампа мы можем торговаться, да? А глобально они понятийно договорились уже. И для меня просто вопрос. До подписания мирного соглашения или после подписания? И кто будет подписывать, учитывая легитимность? Возможно, из-за этого и бегают по поводу исполняющего обязанности, ну, замены спикера парламента. Потому что, возможно, Зеленский скажет, я иду на выборы, да, там очередной сериал, сезон «Слуги народа», я иду на выборы, а вы, ребята, закончите вот это вот так вот. Вот я вам все подготовил, всю сделку подготовил, но подписывает хай там Вася Пупкин. Или там Марфа Васильевна, ну, грубо говоря, с соответственными полномочиями. Может такой вариант быть? Может. И очень даже сильно. И я думаю, что он рассматривается. Штабы избирательные формируются. Команды подбираются. Общественные организации под выборы создаются. Партии покупаются. Будем говорить, там мой хороший знакомый провел опрос для себя, закрытый опрос в Днепропетровской области. Цифры не публиковались нигде, поэтому я считаю его очень даже реалистическим. В области 12% у Зеленского, 18 у Залужного. У гипотетической партии мира до 23. Там Вилку, Новинский, Добкин, ну, короче, те, кто в Москву не убежали, а это самое. Неплохой рейтинг в Алексея личностный Арестовича, а все старые партии просели. Слуги народа нет вообще, ноль. Юлия Владимировна на грани 5%. Напомню, это не только Зеленского родная область, а и ее. Порошенко намного меньше, чем на прошлых выборах, будем так говорить. Этих притулят, соросят не более 2%. То есть ситуация такая, я для себя слабо понимаю, я понимаю, что будет соревнование партии мира, партии войны, ну, партию капитуляции я не рассматриваю, потому что там, допустим, по Мураеву замеры делали, по другим они, ну, там в пределах третьей штурмовой бригады, только наоборот. Ну, смотрите, как бы вообще тут интересно, что такое партия капитуляции. И по поводу третьей штурмовой, ну, это уже больше, чем корпус, да, или там бригада, или военное подразделение. После роликов МИ в Азове все прекрасно понимают. Ну, и Белецкого на обложке «Тайм», Малюка, который говорил: ох, смотрите, как Белецкий держит весь фронт. Ну, явно какая-то более интересная диспозиция по награжденным азовцам. По моей информации, готовится политический проект. Условно его можно назвать блок военных. Я понимаю, кто его готов финансово поддержать, и я думаю, именно эти люди готовы влиять на то, чтобы Малюк говорил, ну, то, что мы понимаем, на разворачивание этой компании, да, огромной, ну, это огромная компания по деньгам, по всему. Собирать людей, которые будут не просто военными, а которых можно даже кого-то записать медиком, кого-то еще кем-то, ну,
для того, чтобы провести в парламент. Ну, в политических кругах прямо говорят, что за этим стоит Ренат Ахметов и бывший премьер-министр Украины Арсений Петрович Яценюк. Это же не означает, что эти люди там будут в списках, ну, вы понимаете, или где-то. Ну, как бы их называют как родителей этого проекта, в который будут собирать военных. Но, во-первых, я имею сомнение, что сработает эффект Народного фронта 2014 года. Во-вторых, да, к военным есть доверие, но к военным в основном рядовым, в основном без пиара, и которые имеют багаж знаний не только военный, ну, грубо говоря. А к тому же Андрею Белецкому, при всем уважении как к политику, придут и зададут сотни вопросов по работе в парламенте 8-го созыва. И вопросов, которые имеют под собой почву. Значит, плюс к этому вот эта попытка натянуть в этот блок каждой твари по паре, грубо говоря, это в политике не работает. Это совершенно другая история. Что касается рейтинга, ну, иногда рейтинг не плюсуется. Плюс до того, время работает против блока военных. Объективно почему? Потому что люди устают все больше и больше от войны. Люди под давлением ТСК, которая бегает в военной форме, начинают отторжение от военных, от формы. И тут очень серьезный момент. Если это произойдет сегодня, какой-то уровень поддержки есть. Хотя люди боятся, избиратели боятся по одной простой причине. Мы изберем военных, они продолжат войну. Понимаете, вот, ну, такой вот страх существует. Хотя в риторике они об этом и говорят, о вечной войне и все, но я знаю этих людей, они тоже прагматики, я думаю, это больше, чем, ну, не более, чем пиар, да, только с другой стороны на войне. Одни там на одном, вторые на втором пиарятся. Какие будут результаты у них? Ну, честно говоря, общался с некоторыми бизнесменами, которые много лет в политической игре разноплановой. Они, ну, говорят, даже не хотим участвовать. То есть обычно как делали? А давайте, если есть возможность, там квоту, да, ну, возьмем, там возьмем квоту, там расставим фигуры на шахматной доске. А тут люди, притом люди абсолютно патриотических взглядов. Ну, то есть люди, которые не принадлежали никогда ни к каким регионам, по блокам, ОПЗЖ и тому подобное. И они говорят сейчас, мы не хотим вкладываться и даже смотреть в ту сторону. Что украинцев ждет? Потому что, ну вот случай, допустим, да, на границе в Одесской области, когда женщины с детьми ехали в отпуск на автобусе, мотор даже не заглушили, схватили водителя автобуса и потянули в ТЦК, и они под ТЦК устраивали пикеты, потому что, ну понятно, там на границе это как, да, это, видимо, ну, в Кишинев ехали они, лететь там дальше куда-то, или, например, там в Болгарию летели там к морю, на этом же автобусе ехали, то есть без перелета. Ну, то есть они понимают, что у них как бы планы, путевки, билеты, там отпуск, и это шок, конечно, повергла эта ночная история. Надо партию ДЦК создавать тоже.
Смотрите, вся история ТЦК работает на абсолютный антирейтинг военных. Ихние поступки часто густо, ну, они выглядят вообще алогичными. То есть такое впечатление, что они делают специально все, чтобы настроить людей против армии, против военных и тому подобное. Ну, вот эта история с водителем, что вы рассказываете, избиения, которые каждый день мы видим. Они нам говорят, так это маленький процент, так этого достаточно. Этого достаточно, потому что это видят люди. И видят не в Ютубе, как они думают, или в соцсетях, Телеграме, которые они вечно думают, как бы запретить. Видят вживую, на улицах. Также люди видят, вот понимаете, вот самая большая проблема сейчас для Зеленского, и почему я не верю в эту избирательную историю с его участием, если они тотально не пойдут на фальсификацию, на подмену всего, ну, что можно подменить, главный будет вопрос избирательный. И я думаю, он возникнет у всех. Вот наши зрители могут в комментариях написать. Смотрите, был Стамбул, 22 год. И есть сегодня. Зеленский перед картой, да, Белый дом, все. А у меня вопрос. А за что погибло больше миллиона наших соотечественников? Сколько территорий потеряли за это время? Что произошло с экономикой, промышленностью, инфраструктурой? И возникает вопрос, а за что тогда вот это все происходило? И это главный ключевой вопрос, на который ответить Зеленский не сможет. Ни он, ни его зеленые гниды. Ну, смотрите, тут, как бы тут тоже такой момент, и его тоже нельзя сбрасывать со счетов. Военное время сделало так, что кто был никем, тот станет всем, и это, ну, наяву. То есть отдельных вот этих там гуляющих по заграницам комбатов или там всяких медсестричек, покупающих себе мерседесы, мы бы никогда не узнали. Это люди, которые, они непосредственно вовлечены, они интересанты, потому что их подняла волна на поверхность. То есть сейчас как бы, мы находимся в очень опасном и страшном периоде. Сейчас не важно твой уровень профессиональной компетенции, там, твое образование, твой опыт, твой бэкграунд, твои профессиональные заслуги. Сейчас важна вот эта вот волна. И некоторые не захотят сходить с этой волны. И это касается как и управленческого вот этого, ну, скажем так, сегмента вертикалей, так и военного, так и любого другого. Даже бизнес сейчас, вы видите, он совершенно другой. Мы, мне кажется, перед более серьезными вызовами, чем нам так вот видится. Параллельно с этим, конечно, да, там, люди, оставшиеся как бы лишними, бегут, уходят. Я упоминал, что Свериденко поднимает врачам зарплату не потому, что, наверное, там это так вот, выборы и так далее. Ну, то есть не только поэтому. Нормальный врач, ну, он валит со страны, с Украины. Он найдет себе кусок хлеба там где-нибудь за рубежом и это понимает. Там не просто так отменяют вот эти 22 года. Это же насколько, ну вот эти запреты, это же насколько страшная картина. У них же, наверное, есть реальные цифры, что берут мальчиков 17 лет, а уже и девочек. И, ну, в общем, после школы все будут учиться где-то там, но только не здесь. То есть все прекрасно понимают, к чему все идет. Вопрос только, как сходить с этих рельс милитаризации? Вон Шмыгаль вчера выступает, говорит, сильная армия. Мы не будем сокращать армию. А кто ее будет кормить?
ну там как-то поэтапно, обороноспособность. Ну, то есть мы продолжаем, будем продолжать быть, мы сохраним, получается, вот такую Украину, там, проекта «Антироссия», вот этой землянки УПАСТ, этой идеологии и дальше. Вот о чем, ну, вот хочется услышать ваш комментарий. Смотрите, я считаю, что нам надо отходить от крайностях в выборе идеологии. Нам надо отходить в пользу внутреннего душевного примирения. Я не раз говорил свое предложение 25 лет мораторий на вопросы языка, веры, конфессиональной принадлежности, истории. Пускай историки занимаются, святые отцы, филологи, но не политики, потому что в теме «разделяй властвуй» это да. Есть бенефициары войны, есть люди, которые получают личную выгоду от войны. И чем дольше она будет продолжаться, тем для них это лучше. Это вот такие вот товарищи, которые сборами занимаются, товарищи, которые организовывают выйдешь, не выйдешь и так далее, и так далее. Есть такая прослойка за границей, кстати. Людей, которые категорически против окончания войны. Потому что они же понимают, если война закончится, надо или работать идти за границей, или возвращаться неизвестно куда. А на диване лежать и получать помощь не выйдет. Поэтому они поддерживают, вот хай эта война. И то, что в молоке этой войны их страна горит, и гибнут их друзья, соседи, близкие, им фиолетово. Я иногда смотрю на этих людей, мне страшно, что мы имеем такую прослойку соотечественников, которые псевдоволонтеры, а покупают там Мерседесы и тому подобное, которые псевдовоюют, а сами по морям, океанам разгуливают, которые просто лежат на диване там где-то под Мюнхеном или Веной в каком-то селе, получают пособие и хлопают в ладоши, что воюют, потому что им дольше платят, а не западными благами наслаждаются. Мне иногда страшно, но это тоже наши соотечественники. Просто для чего нам нужны выборы? Нам выборы нужны не просто для смены политического класса, для смены повестки дня политической. Для того, чтобы показать, что вот этот процент, он на самом деле небольшой, не больше 10%, который хочет войны, 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 он небольшой. И он не получит массовую поддержку среди населения. Если, конечно, за нас не посчитают. Вот, в принципе, Александр, мое видение всей этой ситуации. Значит, ну и в завершение важный такой, ну сегодня праздник Спас Яблочный, да, и сегодня еще и 3-4 года путчу в СССР. Когда танки в Москву зашли, там, когда ГКЧП, в общем, пытались, ну, там, скажем так, сохранить условно там партию и союз, но, в общем, путч провалился, и это привело к распаду СССР. Путч в Украине возможен, как вы думаете? Августовский путч. Попытка возможна, но я не верю в успех. Я не верю в успех. Он возможен только в том случае, если бы он консолидировал общество. А консолидировать его уже невозможно силовыми действиями. И поэтому я думаю, что тут главный сейчас вопрос другой, Александр. Вопрос в том, переход власти будет мирным, либо нет. Выборы будут демократическими, либо назначение. Путь развития страны
изберет народ, или дальше будут навязывать элиты, псевдоэлиты вместе с какими-то партнерами. Ждет нас путь Финляндии или Северной Кореи. Куда? Вот этой дискуссии нету, люди лишены, люди в вакууме, свободы слова нет в стране, все под санкциями, все где-то под арестами, где-то еще. Народ пытаются разделить максимально снова по принципам языка, веры, истории. Смотрите, я против, чтобы доминировала история землянки партизанской, землянки колпака. Но я также против, чтобы доминировала вторая часть истории. Землянки УПА, ну, как вы говорите. Никто не выиграет. Либо разорвет страну нафиг, либо мы найдем баланс и скажем, и такие вот землянки были, и вот такие вот были землянки. Вот и все. Игорь Мосейчук был моим собеседником сегодня. Благодарю вас за время и мысли. Благодарю вас, Александр, всех еще раз с праздником, преображением Господним, яблочным спасом. Будьте здоровы и успехов всем. Мира. В принципе, можно повторить опыт Зеленского. Он за 4,5 минуты 11 раз поблагодарил Трампа. Можем и мы это сделать. Мы лучше наших зрителей давайте поблагодарим. Потому что, по отношению к нашим зрителям, конечно же. Поэтому подписывайтесь на Мосейчука, YouTube-канал и Telegram-канал. Подписывайтесь здесь, ставьте лайки и пишите свои мысли в комментариях. Игорь Владимирович, мы их читаем, поэтому очень интересно, как вы отреагируете. Я даже отвечаю, стараюсь. Всем добра и света. Увидимся. Мира.